Любой человек может задержать дыхание на 3 минуты, на 4 минуты. Я жила на Бали, заходила купаться раз в год в океан. Интерес к морю как-то он все равно сближает. Все стали вдруг заниматься фридайвингом. Глубина, морские животные, которые могут вызывать страх, панику. Расскажи, что ты планируешь делать в СОЗа? Будет эта школа обучения фридайвингу и дыханию, и обучения расслаблению. Классно вот приезжать и как будто дома. СОЗа создан для этого вообще. СОЗа будет пространство просто вот внутри. А какая у тебя большая мечта есть, ты расскажешь? Продвижение фридайвинга в Олимпийские игры. Все, что я хочу делать в жизни, я туда, в СОЗа, да. То есть для меня важно все элементы объединить с точки зрения расстояния, времени на перемещение, где-то работать удобно, где-то встречи проводить. Слушай, у нас очень с тобой похожая цель. Друзья, всем привет! У нас второй подкаст СОЗа. На связи Катя Конюхова. И сегодня у меня в гостях потрясающий гость Алексей Молчанов, чемпион мира по фридайвингу. Все вы его знаете, наверное, кто занимается фридайвингом. Рекордсмен, человек, который у тысяч людей вообще меняет восприятие страха, дыхания, глубины. Я очень рада, что все это случилось, что ты прилетел на Бали наконец-то к нам. И вот мы здесь сейчас можем поговорить о том, что важно. Спасибо, Катя, да, рад приехать. Я тут был много раз до пандемии, как-то после пандемии у меня меньше стало поездок, но с 2013 года я очень часто летал, много погружался на Бали, поэтому такое место любимое, надо возобновлять, чаще всегда ездить. Да, потому что теперь у нас много поводов будет для этого. Очень хочется начать вообще поделиться с тобой, во-первых, что я тоже с 2021 начала свой путь во фридайвинге. Он у меня, конечно, довольно медленно происходит, и я пришла как бы в глубину с большой высоты. То есть я альпинист вообще и ходила очень много на большие горы. То есть я там много лет мир смотрела, забиралась на горы. И пришел момент, когда хочется вот больше как-то соединиться с собой, понять себя. И для меня фридайвинг, он как-то связан в том числе, для меня это как медитация. Что для тебя вот фридайвинг и медитация, как связаны ли? Вначале самые первые шаги — это точно про изучение себя, про расслабление, про изучение реакций своих на какие-то вещи, которые кажутся страшными. Там глубина, морские животные, просто какие-то вещи, которые могут вызывать страх, может вызывать панику, или просто задержка дыхания даже может казаться сложной. Обычно вот люди всегда думают, что задержка дыхания — это очень сложно, хотя после первого занятия потом понимают, что намного проще, чем казалось. Поэтому первые шаги — это всегда про изучение себя, про изучение дыхания, как подготовиться к задержке дыхания лучше, как правильно подышать, технику изучить. Но потом на каком-то этапе уже надо изучать и не только расслабление, но и техническую составляющую. Допустим, спортсмены-фридайверы тоже выходят на уровень таких профессиональных спортсменов. Это малый процент, это, может быть, 1% фридайверов действительно хочет получить результат какой-то на соревнованиях, попасть на чемпионаты мира. В основном люди все-таки это делают для удовольствия, для изучения себя, для путешествий. Я считаю тебя фридайвинг, но ты еще для меня амбассадор реально дыхания. И ты, получается, для очень многих людей их проводишь как бы вот в мир тоже дыхания, правильного дыхания, глубокого дыхания. Расскажи, почему ты считаешь, что это важно каждому человеку? Дыхание — это то, с чего фридайверы начинают. Это на суше первые упражнения, это умение контролировать дыхание. Это нужно, чтобы просто правильно, быстро и успешно расслабляться, потому что если дыхательные мышцы будут напряжены, если грудная клетка будет напряжена, будет очень тяжело погружаться, очень тяжело настроиться, поэтому это просто необходимый элемент для фридайверов, но для людей, которые не собираются даже нырять, а просто хотят изучить дыхание как инструмент, это очень практика полезная, чтобы лучше сохранять спокойствие, меньше реагировать на стрессовые ситуации. И мы работаем с этим состоянием. То есть мы задерживаем дыхание, есть желание дышать, и мы направляем фокус внимания на то, чтобы расслабиться, расслабить плечи, расслабить шею, расслабить мышцы и дыхательные, межреберные мышцы, живот, мышцы пресса. Работая с этой техникой, мы учимся не реагировать на такое стрессовое воздействие. Во время задержки дыхания это воздействие СО2. Углекислый газ, он повышается, потому что мы не выдыхаем. Сама задержка дыхания, вот это гипоксическое воздействие краткосрочное, оно полезное. А скажи, насколько ты задерживаешь дыхание сейчас? У меня лучший на тренировке был 9 минут, на чемпионате мира 8:33, но я переключился с задержкой дыхания на время на глубину. Чтобы статику дальше развивать до 10 минут, 10+, мне нужно было бы худеть, пересаживаться на другую диету. И у меня товарищ, который, Флориан
француз, он задерживает дыхание, только на задержку дыхания у него фокус, и он уже задерживает дыхание около 11 минут. При росте таком же, как у меня, 1,80 м, там, может быть, 1,82 м, у него вес 63. У меня вес 88. Больше нужно кислорода. Поэтому, да, Мышцы. он для задержки дыхания специально худеет, у него очень маленький колораж в день, он очень мало ест, но ему сложнее нырять в глубину. Все-таки погружение для работы в ластах, для того, чтобы занырнуть, всплыть, нужна сила, нужна мощность определенная. И мне вот для моей дисциплины, для погружения в глубину нужна мышечная масса. Слушай, а как ты думаешь, чем отличается человек, который может задерживать дыхание на 1 минуту только, от человека, который может задерживать дыхание на 9 минут? Их жизни как-то отличаются? Ну, на 1 минуту человек задерживает дыхание, может, который еще, наверное, даже не попробовал и не понял технику. Все-таки любой человек может задержать дыхание на 3 минуты, на 4 минуты. То есть до 5 минут считается задержка дыхания такой любительский уровень. После 5 уже на начало любительского спорта, и после 6,5-7 минут это уже больше такой посерьезнее спорт, это уже подготовка к соревнованиям там, уровня чемпионата России, чемпионата мира. Поэтому минута — это просто человек еще не распробовал, еще не понял. Поэтому у всех есть возможность держать дыхание на дольше, потому что у нас вот запас кислорода большой. То есть физиологически мы все это можем сделать. А это просто надо понять, что я это могу, у меня запас кислорода есть. Подготовка перед задержкой — один из самых важнейших этапов. Если погружаться в воду, то вот это вот постоянное глубокое дыхание, оно даже делает погружение более опасными. То есть мы, наоборот, учим дышать не глубоко, а очень расслабленно, с акцентом на паузу после выдоха, с расслаблением после выдоха. Мне кажется, что все стали вдруг заниматься фридайвингом. То есть раньше вообще его не было, а потом вдруг в какой-то момент просто, у меня все друзья стали нырять, типа вот, которые здесь на Бали как-то пробуют, идут, хотя бы курсы проходят, и вот мы куда-то ездим и просто подныриваем. Как будто бы фридайвинг становится прям каким-то таким трендом классным очень. И как ты думаешь, с чем это связано вообще? На Бали, во-первых, очень классно нырять, поэтому я думаю, на Бали вообще все должны нырять, точно. Да. И для разных целей есть даже серферы, которые учатся нырять, чтобы просто лучше кататься, чтобы меньше бояться, когда их смоет с волны, с доски под волну. Расслабление, как медитация, можно заниматься для того, чтобы научиться погружаться с морскими животными, поехать к китам, поехать к дельфинам, поехать понырять с акулами. Есть много красивейших мест в мире, там, поехать в джунгли Мексики, понырять в сенотах. Очень красивые вот такие озера, глубокие озера в Мексике. И там очень красивый солнечный свет. То есть есть задачи такие исследовательские, прикладные задачи для серфинга. Просто для здоровья тоже это хороший подход. То есть научиться дышать глубже, научиться дышать с большим объемом, то есть потренировать дыхательные мышцы. Сейчас больше гораздо про пользу от фридайвинга люди узнают. Про это больше и я рассказываю, и наши амбассадоры фридайвинга в разных частях мира про это рассказывают. И я думаю, просто контент помогает. Много красивого контента. Да, я вот сейчас вспоминаю, что у меня всегда была с детства мечта увидеть большого кита. Я вот жила всегда в детстве в хрущевском доме, все знают, как они выглядят, 5-этажки. И у меня напротив стоял такой же дом. И я вот, когда маленькая была, смотрела в окно на этот дом и представляла, что, кит примерно такой же, как этот дом по размеру. И всегда думала, когда-нибудь я с ним, встречусь. Такая была детская мечта. И вот когда я подумала, надо ехать к китам, так надо же в воде как-то чувствовать себя хорошо. То есть у меня это тоже был первый позыв пойти во фридайвинг, подготовиться к этой мечте, хоть какие-то шаги начать делать. В СОЗа как раз, в нашем месте, который мы строим в Амеде, для нас фридайвинг — это ключевая вообще вещь. Мы хотим, чтобы все люди, которые приходят в СОЗа, они проходили через свою историю с фридайвингом, так или иначе. Вот что для тебя вот в этом плане важно, учитывая твой образ жизни? Идеально, конечно, приехать в новое место, и чтобы это было в одном месте. Вот то, что как раз-таки планируется в СОЗа, чтобы все было рядом, в пешей доступности. В самых удобных локациях, где я нахожусь в течение года, это там, где мне не приходится ездить на машине куда-то, чтобы потренироваться, в зал, там, бассейн или на море. То есть все-таки минимальная логистика самое-самое важное для меня, потому что время это и силы, и время отнимает, и у меня может быть прям с утра тренировка, вечером тренировка, между тренировками достаточное количество или звонков, или встреч. Работаю с компанией. Около 5 тренировок минимум, бывает даже больше, бывает 6-7 тренировок в неделю водных. И это или бассейн, или открытая вода, в зависимости от места. Если это город, то это бассейн, если это там Бали, то это будет в основном открытая вода, но с чередованием с бассейном тоже. Может быть, там 2 дня открытой воды, 1 день в бассейне. Сухие тренировки — это и силовые тренировки, и сейчас это пилатес, кардиотренировки.
И вот этого я совмещаю. В таком, получается, диапазоне у меня 10, бывает до 12 тренировок в неделю. Вот. И это надо совмещать еще с работой, чтобы там после тренировок была возможность покушать, восстановиться, съесть что-то такое восстанавливающее, хорошее. То есть для меня важно вот это вот, получается, если все элементы объединить, и вот доступность локация с точки зрения расстояния, времени на перемещение, возможность рядом с этими локациями где-то работать удобно, где-то встречи проводить, звонки проводить и питание, чтобы быстро восстановиться после тренировок. Часто еще есть, там, несколько раз в неделю, не каждый день, но несколько раз в неделю есть погружение или друзей, или каких-то сообществ, или какие-то коллаборации с интересными людьми, там, или актеры, или предприниматели, или вот... И получается тоже, это должно быть в одной локации. То есть я нахожусь, допустим, вот я там тренируюсь, я там работаю, и там же встречаюсь, то есть и там же, если есть интересные такие коллаборации, погружаю. Но вот это как раз самая главная задача, которую мы для себя ставим, потому что вот наши, ну, я состою в очень многих комьюнити, там, и фридайверских, и Burning Man и так далее. Для меня все эти люди объединены общими ценностями, и мы вот такие комьюнити, которые как бы, у которых одинаковые такие похожие ценности, да, как у нас, мы их всех приглашаем в СОЗа как раз. И задача такая, чтобы, так как очень люди в основном подвижные, очень много, ну, в основном предпринимательская эта тусовка, да, они очень много путешествуют, там, сегодня они в Лиссабоне, завтра в Дубае, у них там какой-нибудь ретрит, потом они приехали на Бали восстанавливаться после ретрита, там, ну, что-нибудь такое. И очень сложно таким занятым людям, которые много создают в своей жизни, да, предприниматели в основном, поддерживать свой образ жизни, который, ну, им важен. Вот, то есть, потому что они обычно следят за собой и так далее. И я хочу у тебя спросить, вот какая должна быть инфраструктура, чтобы ты хотел там оставаться как можно дольше и говорил: ребят, там передвиньте встречу куда-нибудь, я еще в СОЗа потусуюсь. То есть что вот должно быть прям обязательно? Ну, это одна из причин, почему такой получился классный матч между и СОЗа, и вот пространством, и школой вот Молчанус в СОЗа, чтобы я там мог находиться, чтобы я мог там и потренироваться в бассейне. То есть мне важно, чтобы там было тренировочное пространство. Это вода, это бассейн, там рядом есть море, глубинные тренировки, зал. Что тебе важно в зале, кстати? Пилатес — это же отдельный какой-то зал вообще. Это специальные тренажеры. Это специальный реформер, и там может быть множество машин. Основная — это реформер. Там Кадиллак есть реформер, есть бочка. И вот такая комнатка, она небольшая обычно, то есть, в принципе, в зависимости от количества этих тренажеров в зале, у меня полный спектр силовых упражнений, и штанги, и тренажеры, и беговые дорожки. Кстати, на Бали важно все-таки, мне кажется, такое в закрытом пространстве, в кондиционированном, иметь беговые дорожки, потому что по улице все-таки не побегаешь. Если там программа есть тренировочная, надо ее выполнить, не отвлекаясь на время дня. Да, днем нужно бегать, когда солнце, когда жарко. Поэтому вот наличие таких контролируемых пространств, там бассейн, зал, студии, еда, в принципе, и хороший интернет. А что вот по еде для тебя важно вообще? Расскажи, вот что ты вообще ешь? У меня фокус на несколько таких основных характеристик. Это на протеин, количество протеина в течение дня, чтобы... Ну, у меня ориентировано 2 грамма на килограмм, если у меня вес там 88, 87, 85, то есть диапазон около 170-180 грамм белка в день. Вот, поэтому мне нужно его набирать откуда-то, да, есть там разнообразные источники, и вот надо, чтобы в меню было достаточно какого-то качественного такого источника белка. Клетчатка, достаточное количество фруктов, овощей, салаты, зелень, разные фрукты, там, авокадо, ну и колораж. То есть вот важный элемент, чтобы я знал, всегда очень хорошо помогает, когда в меню есть точно посчитанный колораж, КБЖУ и калории, белки, жиры, углеводы. И прямо вот в таких пространствах, где это посчитано, это намного легче. Потому что так приходится, у меня весы с собой часто есть, я взвешиваю, или я там фотографирую, посылаю команде фотографию, они мне вносят в мою программу, чтобы у меня в программе отображалось там набранное за день количество белка и калорий. Ты точно будешь в списке тех, кто будет говорить: так, это мы в меню берем, это нам не надо. Потому что если мы сделаем сервис и все, которое подходит олимпийским чемпионам, то для всех остальных людей это точно будет рай на земле. Вот к чему мы, собственно, и стремимся. Мы с тобой впервые встретились в Москве
в феврале. Как-то вот сразу какой-то матч случился. Еще маленькую предысторию расскажу. Я не знаю, знаешь ли ты комьюнити Burning Man и как там все происходит. То есть это люди создают из ничего за неделю, из любви целый город. Ты получаешь очень классный опыт, потому что с тобой делятся от любви. И вот мы видим СОЗа и всех предпринимателей, да, все бизнесы, все проекты, которые есть в СОЗа, это именно такие предприниматели, которые создают что-то из любви, потому что это действительно это то, чем они это то, что они не могут не делать. И для меня ты тоже такой предприниматель, такой лидер. Расскажи, что ты планируешь делать в СОЗа? Что ты нам будешь дарить там? Буду дарить фридайвинг, школу, там планируется школа, я планирую, чтобы работала школа на базе прям внутри пространства, с выходом за пространство тоже, чтобы поехать уже понырять на море. Прям первые шаги любого новичка, который будет попадать туда, который никогда не нырял. В школе будет занятие по дыхательным практикам, по задержке дыхания в воде, техники, чтобы понырять в бассейне, подработать технику, подготовиться к погружениям, потому что чем лучше там, даже техника плавания в ластах, тем меньше сил мы будем тратить, тем больше удовольствия получать. Чтобы удовольствие получать на море, нужно экономично плыть, расходовать экономично энергию. Будет эта школа обучения фридайвингу, но и в то же время школа обучения и дыханию, и обучения расслаблению, и работе с собой, с своими эмоциями, с реакцией на стрессовые факторы. Это та методика, которую мама разработала, начиная с 2004 годов, 2005 годов. В 2005 году мама основала Федерацию фридайвинга, некоммерческую организацию, она до сих пор работает, это ассоциация фридайверов, она занимается развитием спорта, и вот с этого момента была разработана методика для начинающих, для уже продолжающих, опытных фридайверов, и вот моя задача сейчас продолжать ее в мире распространять, переводить на разные языки. Развиваем платформу, marketplace такой, где у нас множество тренеров, школ со всего мира представлены в этом таком маркетплейсе фридайверском. У нас, в принципе, даже вокруг Бали несколько школ уже есть, и мы их все будем объединять, и вот СОЗа будет пространство просто вот внутри. А дальше уже можно будет даже и оттуда делать такие поездки на открытое море, и не только заниматься фридайвингом внутри, но еще и иметь какие-то такие приключения. Да, очень хочется, чтобы СОЗа с Бали тоже, да, был таким местом телепортации в очень крутые места, ну, хотя бы по Азии, да. Я раньше в воду вообще не заходила. Я жила на Бали, заходила купаться раз в год в океан. А сейчас, конечно, фридайвинг очень помог мне это поменять, отношение к океану вообще. Ну, чем больше уверенности в себе, чем больше уверенности в своих навыках, тем лучше мы подготовились, подышали, поддерживали дыхание. Если уже задержка дыхания есть понимание, что я экономично, эффективно двигаюсь в воде, мне комфортно, я еще получаю удовольствие, дальше уже открывается другой мир. То есть дальше уже вот эти приключения подводные, они не кажутся чем-то недостижимым, сложным, страшным, а ты понимаешь, я умею плавать, я умею нырять, не только плавать, я уже умею нырять, мне хорошо. У меня очень был крутой опыт здесь, в этом регионе, на лодке около Комодо островов, на глубине 10 метров, там небольшая глубина, там течение такое идет вдоль дна, и все время вот эта глубина очень маленькая, 10 метров. Фридайверы прыгают, с этим течением такой сплавляются, километров 5. Такая долгая такая дорога, с этим течением ты плывешь, а навстречу плывут манты. И вот можно подныривать, посмотреть, вот так вот не двигаться, ты просто с течением движешься над дном достаточно быстро и видишь, как навстречу тебе плывут манты. Это был очень крутой такой опыт. Впечатление невероятные. Вот скоро у меня будет поездка к китам, и я давно мечтала к китам, но все время откладываю. Ну, когда-нибудь. Далеко лететь, там, не знаю, в общем, надо подумать. И потом, когда посмотрела твой фильм «Фридайвер», и там у тебя потрясающие эти кадры с китами, я такая, так, все, надо решать уже и делать выбор. И, в общем, этим летом... Полетишь. Да, полечу к китам своим впервые. Вот представляешь, все, школа работает, там люди приходят, обучаются, но ты прилетаешь как-то сам в СОЗа, может быть, там это будет какой-то, не знаю, фридайвинг-фестиваль, который мы организуем, чтобы большую аудиторию собрать. И ты там, например, там 2-3 недели там остаешься, тренируешься. Вот расскажи какое-то свое, может, видение, как бы ты хотел, чтобы было идеально, вот если с самого утра начать, вот один день рассказать, например. Один день фестиваля такого большого. Ну, фестиваля, может быть, это будет фестиваль как раз. Фестиваль — это такой интенсивный день СОЗа, может быть, не самый идеальный. Да, это, который мне нравится, это чтобы эти события проходили. Сейчас вот у меня идеальный день — это все-таки поучаствовать в нем точечно, так вот, быть рядом с людьми, с компанией и иметь возможность самому тоже понырять, потренироваться, не только тренировать людей. Я думаю, что если брать второй тип дня, такого идеального, это день вот как раз-таки такой обычный мой режим. То есть я приезжаю,
у меня есть 2 тренировки, у меня есть возможность спокойно поработать в каких-то красивых пространствах с видом на вулкан, с хорошим интернетом поработать, сделать пару звонков, сделать какие-то встречи. Кстати, вот, чтобы удобно было приглашать даже людей, даже кто на Бали живет, допустим, приехать. Приехали какие-то интересные друзья, там, предприниматели, знакомые, пообщаться. То есть, чтобы пригласить в пространство было удобно в СОЗа из Убуда. Я вижу тоже СОЗа как площадка, мы же комьюнити-хаб, мы хотим принимать классные комьюнити, наши дружественные, для того, чтобы они там свои двигали большие идеи. Собственно, СОЗа создан для этого вообще. Вот какие форматы вы бы хотели проводить, и я буду тоже понимать, что для этого нужно. Ну, в целом у нас много чего учитано для этого, да, но поделись вот какими-то вот такими интересными форматами фестиваля, форума, как они вообще проходят. Вот формат фестиваля — это фестиваль фридайверов, и это посвящено вот погружениям, да, это такие мероприятия, которые проводим со школой. В разных частях мира есть фестивали для любителей, есть фестивали для профессионалов, для тренеров. То есть второй формат — это именно прям пригласить со всего мира, ну, или с региона тренеров, и там одна из моих задач — это повышать уровень тренеров во всем мире, чтобы у нас были самые там опытные, крутые тренера по фридайвингу. И сейчас их уже 2000 тренеров у нас в Молчанов, и эта задача их постепенно расти, такая большая цель, чтобы у нас получилось вырастить сообщество 1 миллиона фридайверов по всему миру, обученных, сертифицированных. Вот к этой цели сейчас идем. Это просто будет один из таких очень важных факторов в продвижении фридайвинга в Олимпийские игры, чтобы было больше сообщества, больше стран погружались, и вот для Олимпийского комитета это важно. Содействие, получается, через развитие школ, через развитие профессионалов, тренеров, чтобы вырастало сообщество фридайверов. И есть мероприятия там для сообществ, для бизнес-клубов, для различных сообществ. Я состою просто в форуме, и мы все время думаем, каждый год у нас есть там в Москве клуб друзей, так называемый сейчас. Сейчас название менялось немножко, но сейчас называется клуб друзей. Там каждый год форум проводится где-то в таком интересном месте. Надо выбрать место и такой на несколько дней ретрит. Вот я подумал, что вот Бали было бы идеальным местом. 100%, да. И мы тоже так видим именно, что вот есть сообщество, да, они объединены какой-то общей целью, они могут бизнес-сообщество или там еще какое-то. И они, когда приезжают в СОЗа, они вот получают такой многосторонний опыт. Во-первых, они там живут как в санатории, потому что там их правильно кормят, там какой-то выстроена вся инфраструктура под распорядок дня, есть recovery-зона, где можно расслабляться, ходить в баню. То есть очень много штук, которыми ты можешь наполнить день, и когда вот люди прилетают, у них как бы тут какое-то такое пространство попадает, где вот все продумано, и есть много опций, которые ты можешь выбрать и заняться там, не знаю. Ты вот за эту там 2 недели как бы отдыха занимаешься фридайвингом, допустим, не знаю, занимаешься дыханием, там, mindfulness, там, какие-то другие практики, тантра может у тебя там проходить. Тут же ты расслабляешься, очень правильно ешь, и все очень красиво. Вот так вот. Ну да, то есть я такие, видишь, у тебя сразу идеальный твой такой набор и практики, и йога, и так далее. В общем, все, что я хочу делать в жизни, у тебя туда, да. Ну, видишь, у всех вот свои такие наборы идеальных практик. У меня, видишь, другой такой зал, кардио, силовые, еда, расслабление, массаж — это круто. Вот если будет, кстати, расслабление, зона массажа, расслабления, ну, это видели на планах, обсуждали это. А какая у тебя большая мечта есть, ты расскажешь, поделишься? Вот одна из таких больших целей — это, ну, это тоже, наверное, все-таки промежуточные Олимпийские игры, да, чтобы фридайвинг вошел туда. Это про развитие фридайвинга, про то, чтобы сделать его для людей более доступным, более понятным. Такая миссия — делиться моей вот такой экспертизой во фридайвинге через сообщество наше профессиональное, через сеть школ. Я вижу, что тебе это важно. Да, очень, и вот это сообщество. И вот я просто вижу, насколько людям это действительно нравится, насколько для них это ценно. По-разному он ценен. Для кого-то это просто вот яркие впечатления, для кого-то это умение лучше расслабляться, лучше себя контролировать. И каждый берет фридайвинга свое. Ну, вот, просто я знаю, насколько людям это важно, насколько ценно, и мне вот хочется, чтобы больше людей это делало в мире. Сколько лет вот ты вообще занимаешься, вот, ну, всю жизнь, получается, да? Всю жизнь. Я с 3 лет плаваю, первый раз на море попробовал такой фридайвинг и погружение в удовольствие. Это было, когда мне было 5 лет. Это был 92-й год. И с тех пор каждый год у нас было выезды такие, погружения на море в удовольствие.
соревноваться во фридайвинге я начал, когда мне было 17 лет. Это был 2004 год. То есть, в принципе, в спортивном фридайвинге я уже 21 год, но на море нырял я еще 30 лет назад. У тебя не бывает кризисов? Типа, что вот, не знаю, надоела эта тема, или там хочется чего-то другого, а времени нет? Все меняется. Нет, Как конечно, ты с этим справляешься? конечно, есть моменты, когда что-то не растет так, как хочешь, да, нет результатов, и надо вернуться еще раз к таким первым базовым шагам, продумывать еще раз, что ты делаешь, и скорректировать цели. В общем, у меня направление не менялось, но могли меняться подходы, как я с этим работаю, какие команды выстраиваю, на что фокус этих команд. Есть кризисы, но, в общем, как-то возвращаешься на шаг назад, пересобираешь себя, свои приоритеты, и все это получается исправлять. То есть просто надо каждый раз вернуться к таким, к себе, подумать, что действительно интересно, где есть интерес, где есть желание работать. Если это важная какая-то инфраструктурная единица, то есть нужно, чтобы это работало, нет на это просто личное такое просто времени, желания этим заниматься, надо понять, что надо это организовать уже с таким general менеджером, который будет это делать, и надо, чтобы все равно хватало все-таки сил, энергии, чтобы его заряжать, чтобы он понимал, для чего он это делает, для чего это важно в общей такой картине. И вот мне все-таки интересно, как ты считаешь, почему для тебя это так важно? Вот я тебя спрашиваю, Лёш, какая у тебя большая мечта? Миллион крутых фридайверов, чтобы вот большое количество человек прожило это, да, получило вот эту пользу, которую это все дает. Как думаешь, почему у тебя такие мечты, такая вот большая мечта? Всю такую жизнь сознательно в этом сообществе нахожусь, мне нравится видеть, как оно растет. Мне просто интересно проводить время с людьми, которым интересен океан, интересен фридайвинг, не обязательно спортивный, то есть это не только спортсмены, это различные совершенно люди из разных областей, и предприниматели, и непредприниматели. Но вот именно вот этот интерес к морю, как-то он все равно сближает. И поэтому мне нравится это сообщество, в нем нравится находиться, общаться, и вот я это сообщество развиваю, и такая моя контрибуция в то, чтобы этих людей было больше в мире. И дальше я уже смогу, такая мечта моя, да, что я приезжаю в разные регионы, страны, а там такая площадка, там пространство, в котором я себя чувствую как дома. Приезжаю, там классно делать мероприятия. Слушай, у нас очень с тобой похожая цель. У меня тоже когда я много-много путешествовала, и тогда еще в то время, я хотела, всегда думаю, классно приезжать и как будто дома. То есть всегда вот это чувство, когда ты много путешествуешь, хочется, чтобы все равно как дома было. И этот, то есть Соза, да, он тоже вырос из этого, что то есть это пока первое место. У нас тоже в глобальном плане это как раз-таки... Да, то есть я, например, планирую уже какой-то ретрит Соза, типа в Гималаях, там на высоте до 3000 метров, где еще нет горной болезни, но при этом очень хорошо, то есть практики делать. Надо еще Мексику посмотреть, Тулум. Канкун, Тулум, там ближе туда. Мексика круто тоже для фридайвинга, да. Там вообще шикарно в джунглях, вот эти сеноты невероятно красивые. Бали — это хорошая точка для Азии. Филиппины. На Филиппинах есть интересные тоже красивые места. Таиланд, Филиппины, там большое сообщество, есть красивейшие места тоже. Около Европы, около Африки традиционная такая точка — это Дахаб, это Египет. Это такая точка, где красивое море, и туда много уже ездят фридайверов. В Ницце во Франции тоже очень такое большое классное сообщество, очень вкусно, красиво, эстетично. Ты ныряешь, там лайнер проходит мимо, все, вышел, пошел в кафе, съел круассан. В общем, там целый процесс. Вот Франция прям такой тоже, это практически колыбель современного спортивного фридайвинга, потому что вот фильм же «Голубая бездна» Люка Бессона, Люк Бессон француз, и в 1988 году, когда он вышел во Франции, это прям был главный фильм, и его французы смотрели по несколько раз, наверное, каждые выходные, и в Ницце особенно. И там родилась федерация спортивная в 91-92 году, которая продолжила развитие фридайвинга, потому что была федерация подводная, которая другая, КМАС, в 60-х годах, 70-х делала рекорды, регистрировала рекорды. Жака Майоля, Энзо Майорка, этих легендарных ныряльщиков, которые ныряли не в ластах тогда, они на лифте ныряли тогда. Потом регистрация закончилась, потому что федерация сказала, слишком опасно, уже слишком большие глубины, 100 метров, мы так не можем брать на себя такие риски. И вот благодаря фильму Люком Бессоном началось развитие, и вот там вот прям в Ницце, в бухте Вильфранш,
был первый чемпионат мира в 2005 году. То есть там федерация создалась, она там постепенно развивалась, там 10 лет, больше 10 лет. И потом был первый чемпионат мира как раз-таки вот в этом бухте Вильфранш. Слушай, а получается, фридайвинг не считается олимпийским Нет, он спортом? экстремальный, пока он не олимпийский. Экстремальный считается? Да, он пока не олимпийский. А что нужно, чтобы олимпийский был? Чтобы олимпийский, нужно количество просмотров. Для Олимпийского комитета важно количество стран, количество просмотров. И это сколько? У них нет точной метрики, просто много. Короче, нужно много фридайверов, и будет олимпийский. Да, нужно много фридайверов, которые будут смотреть трансляции. Им важно, чтобы чемпионат мира посмотрел много людей. Вот поэтому ты сделаешь олимпийский... Вот я такую контрибуцию вношу свою. Понял. Мне интересно, вот как у тебя выстроен год, да? Есть, наверное, какие-то вот важные точки, чемпионаты, к которым ты готовишься, и которые вот повторяются, например, из года в год. Это чемпионаты мира. Каждый год проходит чемпионаты мира, обычно в сентябре. Это главный такой фокус, потому что они глубинные. Есть чемпионат мира по фридайвингу в бассейне, но я к ним редко готовлюсь, практически сейчас не готовлюсь. Будет в этом году чемпионат такой, даже не чемпионат мира, а мировые игры, World Games, которые организует Олимпийский комитет. Это будет в Китае, в Чengду. И они проходят раз в 4 года, то есть это такой, в принципе, уже дорога в сторону Олимпийских игр для фридайвинга. Но это будет бассейн, не глубина, а бассейн. И вот вокруг этого у меня все завязано. Потом могут быть небольшие соревнования и до, и после. Бывает в июле, бывает даже в мае соревнования такие небольшие, но они проходные. И в этом году, после чемпионата мира, после сентября, я сейчас готовлюсь, планирую уже делать гран-при. Мы делали гран-при уже на Ибице в 2018 году. Память мамы было, Молчанова гран-при назывался. И вот мы сейчас хотим эту практику вернуть. И кроме чемпионатов мира еще вести такой гран-при, подтягивать больше партнеров, больше спонсоров, и чтобы делать такой формат нового типа мероприятия, где будет и фестиваль, и много любителей, и профессионалы. И чтобы можно было это объединить, чтобы любителям было интересно прийти посмотреть, чтобы они там посоревновались, свои нырки сделали, не обязательно даже самые глубокие. И вот этот вот такой формат новый тоже будет такой важной частью года. То есть это поездки, есть спортивные поездки, есть поездки, связанные с развитием регионов. То есть мы, допустим, важно в этом году было мероприятие в Корее, когда мы подготавливали наши обучающие пособия, подготавливали сайт, подготавливали склад со снаряжением в Корее, чтобы сделать мероприятие по запуску в Корее. И вот это было произошло. Слушай, а Бали, он может рассматриваться как какое-то место для соревнований, для чемпионата мира вообще? Что для этого нужно? Для соревнований точно может. Для чемпионата мира иногда, мне кажется, будут мешать течения, которые возникают на больших глубинах. Если выезжать уже на серьезные нырки, там больше 100 метров для спортсменов, там бывают течения. Для нырков неглубоких все обычно... Тут есть такие бухты защищенные, где нет течения для учеников, для таких нырков удовольствия. Надо подумать, что делать с течениями. Можно делать соревнования, но не обязательно это может быть чемпионат мира, это может быть просто такой турнир. Поэтому, я думаю, с точки зрения развития Бали надо будет делать соревнования. Туда они проходили раньше. Но вот одна из задач будет их возобновить. Обязательно. Я тоже буду прикладывать все усилия, если что-то нужно будет от нас. Очень интересный получился разговор. Спасибо тебе большое. Мы вот сегодня разговаривали и про фридайвинг, и как он будет в нашем проекте, да, связан, как мы можем помочь этому движению, потому что я, например, супер болею за фридайвинг. Это лучшее состояние, которое у меня бывает. Если ты нырнул в день 3 раза на 20 метров, просто это самый лучший день всегда. И этим, конечно, хочется делиться. Расскажи, пожалуйста, вот если вот сейчас люди смотрят наш подкаст, может быть, они впервые о тебе узнали, может быть, они впервые узнали о фридайвинге. Куда идти, куда бежать, кому стучать, с чего начинать, вот свои первые шаги, что ты рекомендуешь? Самое первое — это все-таки пройти базовый курс. Есть такие начальные курсы, чтобы понять правила безопасности, понимать, что все-таки фридайвинг, он классный. Вот мы много про пользу поговорили, что он полезен для многого, но важно, что это все-таки водная среда, и надо уметь в воде себя правильно подготовиться к погружению, безопасно сделать погружение, иметь напарника, иметь тренера рядом. То есть вот эта водная среда все-таки это элемент для нас такой достаточно опасный, если мы не знаем, как себя в ней вести, если не имеем никакой поддержки, страховки. Найти рядом школу, найти рядом, даже вот пока мы занимаемся подготовкой СОЗа, в мире много школ, их можно посмотреть на сайте нашем Молчанов. В Амеде много школ. Да, в Амеде много школ, да, и в Туламбене, вот между Аметом и Туламбеном, Нуса Пенида, острова Гили
в том числе. Вот рядом с Бали, острова Гили, там есть фридайв Гили. Поэтому прям можно на карте посмотреть, у нас есть карта с нашими школами, тренерами. Заходите на карту Молчановс и выбирайте школу, начинайте первые шаги, потому что фридайвинг — это такой путь достаточно длинный. Это на всю жизнь. На всю жизнь, да. Это удовольствие на всю жизнь. Всегда будет, каждый год будет какой-то новый челлендж, новый курс, новый уровень, там есть разные уровни, первый уровень, второй, третий, четвертый, можно постепенно по ним продвигаться. То рекомендую просто начать и начинать и курсы, где изучается и теория, да, и тренировочный процесс тоже, и вот его, и какие-нибудь планируют в течение года тоже приключения. То есть, может быть, сейчас вы послушали про наши рассказы про китов, про акул, про джунгли в Мексике, и какое-то вот место вы для себя отмечаете и понимаете, что к нему нужно подготовиться. Да, цель такая. Да. Лёш, спасибо тебе за этот классный разговор. Друзья, занимайтесь фридайвингом, это очень классно, я очень вам это рекомендую. И Лёша тоже, конечно. Рекомендую. Все. Спасибо, Катя. Спасибо.